Всех приветствую! В сегодняшнем видео расскажу, как из обычной компьютерной акустики можно сделать мультимедийный центр. Для этого нам понадобится обычная компьютерная акустика, колонки. Ну, не совсем обычная, нужно активные обязательно. Активные — это значит, у них должно быть свое питание от сети 220 вольт. То есть они 220 включаются, внутри стоит трансформатор, который преобразовывает уже там 12 вольт, либо в 9, либо в 5. Ну, главное, чтобы было свое питание. Также, чтобы у нее внутри был установлен свой усилитель. Это называется активная колонка. Также нам понадобится для этого такая вот штуковина. Декодер называется. У него есть возможность подключать флешки, карты памяти, есть AUX, есть Bluetooth. Так вот выглядит данный модуль. В комплекте с ним идет пульт управления дистанционный. Также провода для подключения идут в комплекте. Также в нем есть еще встроенное радио. Вы можете пользоваться флешками, картами памяти, AUX, Bluetooth с телефона. Также можете слушать радио. Берем отвертку, разбираем. Разные колонки по-разному разбираются. Вот такая вот. Возможно, у вас просто две колонки будет без сабвуфера. Это вот с сабвуфером она идет. Разбираем ту, к которой подходит питание, к которой подходит разъемы для подключения. То есть в которой установлен усилитель и блок питания. Вторая колонка, она обычно идет неактивная, запитывается уже от этой, от основной. После раскручивания всех болтов вынимаем заднюю часть, где находится блок питания и усилитель. Так это все внутри выглядит. Здесь находится трансформатор блока питания. Все остальное, выпрямительные диоды, фильтрующий конденсатор, находится на плате усилителя. На передней панели выбирайте, где вам будет удобнее установить данный декодер. В данной колонке вот получилось только вот здесь, потому что там с обратной стороны мешается деревяшка такая. Там сверху ее невозможно поставить, поэтому было вырезано отверстие вот здесь вот под данный декодер. Вот так вот он здесь будет установлен. Здесь находится разъем питания, здесь плюс и минус. Есть данные платы 5 вольтовые, есть 12 вольтовые. Питание подается на данное устройство вот через этот разъемчик. Крайний это минус, ближе сюда это плюс. Где взять данные колоночки плюс и минус? К трансформатору подходит 220, с трансформатора уходит два провода желтеньких, вот эти вот. Это и есть низкая сторона трансформатора. Она подходит вот сюда вот к плате. Один вывод, второй вывод. Далее через вот эту диодную сборку это все подходит вот к этому к электролитическому конденсатору. Он здесь самый большой на плате. Вот здесь вот подходит переменный ток. После диодной сборки он становится постоянным. И дальше он фильтруется этим конденсатором. Вот выводы этого конденсатора. На конденсаторе полосочкой указан минус. Минус у нас вот этот вот. То есть сюда мы припаиваем минусовой провод. Вот здесь вот плюсовой контакт. Сюда мы припаиваем плюсовой провод. Берете мультиметр и мерите на данном конденсаторе, какое у вас напряжение питания всей этой схемы. Вот в данном устройстве это все запитано от 12 вольт. Также здесь есть 9 вольтовый преобразователь. Это вот эти вот три ноги. Это преобразователь. На него приходит минус 12 вольт, плюс 12 вольт. Здесь на выходе уже 9 вольт идет. То есть мерите на своем устройстве, ну, какое у вас напряжение. Если 12 вольт, значит вот сюда вот припаиваем минус, сюда плюс. С питанием разобрались. Далее нам надо подключить вот этот контакт. Здесь у нас выходы.
Выходы все подписаны. Антенна, правый канал, земля, левый канал. Земля, понятно, что ее подключаем также к минусу на плате, либо в другом где-то месте. Я подключился прям непосредственно, где подключал каналы левый и правый. То есть вот он, левый и правый канал. Находим, где идет в колоночку у нас input, то есть вход. Вот эти два разъемчика на плате, они вот здесь вот. Здесь вот они на плате. Вот он минус идет, земля. Вот левый канал, правый канал. Вот с этих вот разъемчиков. Сюда припаиваемся. Штатной проводочки не хватило длины, поэтому удлинился кабелем. На каналы желательно экранированный кабель взять. Если нет, можно обычным припаяться. Чтобы не было помех, желательно вот этот вот кабель родной заменить на экранированный. И уже сделать его полностью экранированный отсюда вот до сюда вот. После того, как все припаяли, питание, каналы, фишечки вывели, вырезано вот это окно, вывел провода, подключил к декодеру. Теперь его устанавливаем сюда, прикручиваем двумя болтиками. Прикрутили на болтики, в комплекте идут декоративные заглушечки, сюда их устанавливаем, чтобы было красиво, чтобы не было болтиков видно. Теперь собираем заднюю часть, прикручиваем все саморезы. Теперь можем проверить данное устройство. Включаем питание. Загорелся декодер. Теперь нажимаем кнопочку включения на колонке. Здесь у нас Line сейчас. Выбираем другой. Bluetooth мода. Радио. Также можно вставить флешечку, карту памяти, либо AUX. Все у нас будет работать. Вот так это выглядит в собранном виде. На функционал самой колонки эти переменные никак не повлияли. То есть как у вас было компьютерное, так вы можете спокойно подключать к компьютеру это все дело. Если нужно вам, можете флешечку воткнуть, карту памяти с телефона по Bluetooth передать. Можете включить AUX. Ссылочку на данный декодер оставлю ниже в описании. Не затратив много времени и много средств, у вас получится сделать из компьютерной акустики мультимедийный центр. Кому понравилось данное видео, ставим пальцы вверх, не понравилось пальцы вниз. Оставляйте какие-то комментарии внизу под видео. Также, если есть у кого-то вопросы под видео, можете задать. Постараюсь ответить на все вопросы. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Не забывайте подписываться на канал. Ссылочка вот здесь будет.